Всем привет, меня слышно? Так, сейчас сделаем это тише. Так. Добрый день всем. Надеюсь, меня слышно хорошо? Если слышно, поставьте плюсики, пожалуйста, в чат. Отлично, значит, связь есть, все слышно нормально. Тогда начнем. Итак, начнем с анализа месячного таймфрейма. На месячном таймфрейме мы находились еще в прошлой неделе в сильном бычьем тренде. Как мы видим, вот месячная сейчас стоит, она в бычьем направлении. Сейчас, минуточку. Да. Хорошо. Окей. Месяц у нас бычий. Так. А предыдущая неделя у нас была также бычий. Так, пойдем теперь на дневной график. На дневном мы также закрылись бычьей свечой в бычьем направлении. Плюс мы сформировали внизу в дискаунте SMT-дивергенцию, только это была скрытая хайден дивергенция. Это уже подтверждало то, что понедельник будет у нас бычий. Плюс к этому еще, сейчас я вам покажу, это пятница. К пятнице мы здесь уже сформировали кривую покупок по LMXM модели. Поэтому в понедельник у меня байс был бычий. Вот эта MXM модель, это кривая продаж. И эта кривая покупок, она была в процессе, она не завершилась. Как мы знаем, то что завершение MXM модели, она всегда должна заканчиваться, когда цена дойдет до оригинальной консолидации. То есть вот до этой точки. А пятница у нас закрылась, вот не доходя до него. Поэтому в понедельник у меня был байс бычий. Так, давайте начнем новую неделю туда. Так, 15, все, поехали. У нас Азия была вот такой маленькой консолидации. Здесь создали рейндж. Внутри этого рейнджа и Азия была, никуда не выходила. Дальше посмотрим Лондон. И смотрите, интересный момент. Лондон не забирает очевидную ликвидность. Видите, да? А наоборот создает еще один дополнительную ликвидность. Чтобы здесь больше накапливались стопы неосведомленных трейдеров. Это специальное действие алгоритма, чтобы завлечь сюда еще больше стоп-ордеров. Так. Здесь уже Нью-Йорк начался. Сейчас я переключу на младший таймфрейм.
Итак, вот мой вход здесь был 24967. Что я ожидал? С открытием Нью-Йорка я ожидал манипуляционное движение, но манипуляцию мы уже сделали здесь до 9:30. Видите, вот это движение, это было манипуляционным движением. Здесь мы собрали стопы. Так, это минутный таймфрейм, да. Здесь уже за вот эти стопы с sell side было снято, и поэтому сразу цена, как Нью-Йорк Equity открылся, она сразу ушло вверх. Я на секундном таймфрейме глядел, как бы наблюдал за этим, и на секундном таймфрейме, когда уже цена начала делать откатное движение, видите, вот здесь, это 15-минутный таймфрейм, на секундном, сейчас, отмечим вот этот уровень. Видите, вот эта свеча, которая сразу импульсно пошла вверх, это уже было подтверждением, что манипуляции не будет. Манипуляционное движение это было вот это. И я сразу здесь открыл позицию. Даже если бы откатились бы еще глубже, ничего страшного, потому что идея, она уже есть. Таргет у нас глобальный, вот это есть у нас. Плюс мы здесь, вот это было обратным откатным движением вовнутрь рейнджа предыдущего дня, то есть пятницы. Вот это движение было. Мы сделали откат. После этого мы создали новый рейндж. Вот видите, вот этот новый рейндж. Затем, после лондонской сессии, мы опять спустились в дискаунт, сбалансировали этот рейндж. И это было подтверждением тому, что цена больше не будет возвращаться сюда. То есть манипуляция дня здесь, внутри дневного цикла, манипуляция была завершена здесь. И поэтому, как только Нью-Йорк открылся, Нью-Йорк сразу ушел в дистрибуцию. Плюс я здесь вошел в этой точке. Сейчас так сделаем. На секундный таймфрейм я переключу. Теперь надо смотреть на общий контекст, да? Что у нас вообще так творилось в предыдущей неделе? Мы видим, что цена находилась в консолидации в прошлую неделю. И пробой от этого хая, это означает то, что уже будет пробой и, скорее всего, будет манипуляционным движением. Если мы пробьем этот хай, то следующим таргетом будет вот эти хаи. Это тоже MXM модель. Тут прям явная фаза оригинальной консолидации. То есть, если я ожидал, то есть, если цена пробьет этот уровень, то все, следующий таргет это будет уже вот этот хай, потому что здесь уже ничего нету. Все, что можно было здесь, как бы уровень сопротивления, мы вот тут уже обработали вот этими движениями. Здесь первый имбаланс был, потом второй имбаланс здесь отработан был, третий здесь отработан. Все, 3 раза отработали, и уже 4-й раз уже пробой. Если пробой, то можно ставить сразу таргет на очевидный хай оригинальной консолидации.
как мы видим, цена просто резко начала расширяться, потому что цена находится внутри фазы дистрибуции, то есть расширения. Когда цена находится в фазе расширения, у нее то есть ценовое действие внутри фазы дистрибуции, она будет импульсивным, прорывными. Вот видите, вот эти, сейчас я вам покажу, вот эти движения, импульсные пробои, видите, как цена пробивает импульсно каждый уровень сопротивления. Это говорит о том, что цена находится внутри фазы уже дистрибуции глобально. И поэтому, если она уже в дистрибуции, то ваши таргеты будут быстро отрабатывать. То есть цена не будет находиться в консолидации долгое время. Просто нужно уметь ловить. Консолидация была, да. Где она была? Она была вот здесь. Манипуляция была здесь. И все. Это фаза дистрибуции. Так, забрали. Теперь эта модель, MXM модель мы завершили. Вот эта фаза. Так. Она была вот так. И здесь. Здесь мы завершили фазу MXM. Плюс мы здесь еще сформировали SMT-дивергенцию с S&P 500. S&P 500 не добрался до all-time high, но NASDAQ, он обновил all-time high свой, вот здесь. Сейчас я вам покажу этот момент. Вот смотрите, в S&P 500 эти хаи приходятся вот сюда. Так, вот они, эти хаи. И видите, да, какая разница? S&P 500 вообще даже близко не подошел к этому уровню. Но NASDAQ он уже обновил. И тем самым у нас здесь образовалась уже SMT-дивергенция, которая подтверждает, что скоро будет смена тренда. Мы обновили это все. И плюс внутри нового недельного цикла, смотрите, это понедельник, и понедельник у нас формирует расширение. Если вы знаете, как работать по квартальной теории, то вы уже поняли, о чем речь. То есть Q1, фаза Q1, она у нас началась через X, через расширение. Если она начала через X, то второй день он будет уже у нас аккумуляционным днем, то есть XAMD. И если у нас был понедельник X, вторник будет аккумуляцией, среда будет манипуляцией. То есть, зная, как работать по квартальной теории, вы можете заранее уже, прямо в начале недели, с понедельника, прогнозировать весь контекст будущей недели, как это будет двигаться. Основываясь на этом, я во вторник не торговал. Потому что вторник я ожидал, что будет в консолидации цена находиться, и я не торговал во вторник. Давайте посмотрим, как у нас сформировался вторник. Как вы видите, цена, она находилась внутри рейнджа понедельника. Она никуда не вышла с этого. Просто вот был тут в Азии, мы сняли хай предыдущей недели, но затем обратно вернулись в рейндж. И мое предположение, в этот день она отработала.
я ожидал, что будет цена находиться в консолидации и не торговал в консолидации, потому что тут нечего ловить. Движения будут внутри какого-то рейнджа определенного. И здесь вот цена находилась внутри рейнджа понедельника. И теперь во вторник я ожидал уже манипуляцию. То есть вот у меня buy side и sell side. Q2 фазы. Q2. Так. Q2 это была у нас аккумуляционным днем было. Если Q2 аккумуляции, то манипуляция должна быть либо в sell side, либо buy side. И поэтому я ожидал пробития одной из этих сторон в среду. Так. Вот среда. Так, это среда, так. 22, да. Сейчас. Вот оно. И теперь. До этого момента я здесь отмечаю свои важные уровни, да, в премиуме и дискаунте. То есть мне нужно определить, откуда цена может взять реакцию, то есть оттолкнуться, чтобы начать свое движение манипуляционное. Так, это у нас... Здесь у нас, внутри этого, только два основных таких поя, да, от старшего таймфрейма. Это нижний ордер-блок, у нас вот этот ордер-блок. Так. Этот ордер-блок и ордер-блок на buy-сайде. Вот этот. Оба этих ордер-блока, они являются сильными ордер-блоками, потому что они собрали ликвидность. Вот, они зачистили ликвидность. Этот ордер-блок полностью забрал ликвидность и закрылись потом опять внутри. Так, снятие ликвидности. Затем этот ордер-блок снял всю вот эту ликвидность и плюс протестировали дискаунт. В ICT концепции есть такое понятие, как protected high, protected low. Так вот, вот эти два хая, этот и этот, они являются протектедами, то есть защищенными. Почему? Потому что оба, и этот ордер-блок, и этот, они сняли ликвидность. Но из них самый сильный это вот этот. Почему? Потому что мы сняли историческую ликвидность, вот эту. Previous week high. Это недельная ликвидность. Так, previous week high. Вот, сняли. Поэтому из этих двух ордер-блок, который находится в премиуме, он намного сильнее. И здесь приоритет я отдаю именно этому ордер-блоку как protected high. Потому что если движение будет либо в эту, либо в эту сторону, то high пробить будет тяжело. И цена, скорее всего, то есть больше вероятности, что цена оттолкнется от этого protected high и упадет вниз, нежели чем снизу вверх. Потому что это движение сняло основную ликвидность, историческую, недельную ликвидность, плюс мы здесь уже сформировали SMT-дивергенцию. Ясно, да? И поэтому во вторник у меня уже есть сценарий, я жду реакцию либо отсюда, либо сверху, либо снизу. Но больше предрасположение, конечно же, чтобы движение было вот такое. Почему? Я объяснил, да? Потому что наверху у нас Protected High, который снимал уже значимую ликвидность, поэтому он более сильнее. И смотрите, Азия отталкивается от этого ордер-блока.
Почему? Потому что это тоже protected low, но он слабее, чем этот. Дальше смотрим. Так, теперь, если перейдем на более старший таймфрейм, то вот эта серия свечей бычьих, они образовывают на старшем таймфрейме один цельный ордер-блок. Это плюс и этот уровень является уровнем циста. Почему? Потому что отсюда начинается это бычье направление, серия бычьих свечей, которые забирают историческую ликвидность. Поэтому этот ордер-блок, он является одновременно и ордер-блоком, и плюс уровнем цист. И как мы видим, смотрите, цена берет реакцию отсюда. Я здесь выполняю вход прям. Вот тут. Это 5-минутный таймфрейм. Сейчас вам покажу. Переключаюсь на 5-минутку. Все, я здесь открываю сделку. Плюс сверимся с S&P 500. Что здесь у нас случилось? Так. Здесь на старшем таймфрейме у нас было еще hidden SMT, скрытый SMT. Сейчас сверим на этот 30-минутный. Да, теперь смотрим. Я беру только по телам свеч. Так. Вот этот. Как мы видим, здесь был этот хай выше, а этот ниже. Это первое подтверждение было. Плюс у нас здесь еще было, так, на младшем таймфрейме, на М1. Вот здесь у меня был, сейчас, инверсионный имбаланс. Видите? Здесь был инверсионный имбаланс. Мы пробили этот уровень, затем протестировали. Видите эту свечу? Вот эта свеча, она не смогла закрыться выше телом. Затем вторая свеча опять пытается пробить этот уровень, но берет реакцию и закрывается ниже этого уровня. Тут мы формируем второй имбаланс. Вот он. То есть, если взять эту свечу как displacement, после displacement мы должны найти один имбаланс, который не будет пробит телом. Вот здесь формируется, вот он, имбаланс на минутном таймфрейме. И, как мы видим, цена не смогла. Раз попытка, вторая попытка, третья попытка, она не может пробить этот уровень. И тут я уже выполняю вход в шортовом направлении. Так, на М3. Затем второй у меня уровень здесь был вот этот инверсионный имбаланс. Я ожидал закрытия цены телом под этим уровнем.
Это М5. Вот это движение, я вам то есть мой совет, это прям такой золотой совет, если вы будете работать в лондонской сессии, то первым подтверждением всегда будет вот это действие, вот это называется свеча displacement. Она, конечно, не всегда формируется, но очень часто именно в лондонской сессии формируется эта свеча displacement. Прям это сильный сигнал, подтверждающий разворот тренда. Когда одна свеча делает такое импульсное движение, пробойное движение, и эта же свеча формирует новый имбаланс инверсионный. Такое движение часто возникает в лондонской сессии. Если вы поймете алгоритм этого движения, то вы можете просто по этой свече ориентироваться и подтверждать свои сломы, структуры, сломы через ЦИС, МСС, и плюс вот это будет еще дисплей подтверждение. У меня в телеграм-канале в старых, да, если вы посмотрите, там, пару месяцев назад, может, в начале года, я часто работал в лондонской сессии, и всегда, в большинстве случаев, там у меня формируется сначала вот эта свеча displacement, потом я захожу. Многие спрашивали, часто в дискордах, но я не говорил, секрет не раскрывал. Я просто говорил, что это слом структуры, но основное, потому что в лондонской сессии я слышал интервью BP. Среди вас есть некоторые, кто, может быть, сидит у него в Дискорде, и в одном из его уроков он говорил, что лондонская сессия одна из самых сложных, у нее есть много функций, то есть это она в себе включает функцию сбора ликвидности, формирования ликвидности, еще там до хера разных функций, манипуляция дня. И торговать в лондонской сессии очень сложно, потому что очень манипулятивных движений много бывает в Лондоне, да. И у меня спрашивали, как ты торгуешь в Лондоне, когда это очень рискованно. Вот секрет, один из секретов, это именно вот эта свеча displacement, которая формируется только в лондонской сессии. Такое вы больше нигде не увидите особо, да. В Нью-Йорке почти все такие свечи в начале equity, после equity open, они сразу вот такие, они огромные импульсные свечи формируются. Но ни в Азии тем более такого нет, только в Лондоне такие свечи формируются, и это вот одно такое бац движение, и все, потом дальше будет мельче. И уже вход именно от этого, от теста этой свечи. Все, ничего сложного. Если вы посмотрите уроки ICT, то там касаемо именно дисплейсмента, именно вот этого явления, то он имеет в виду, когда образовывается FEG внутри моделей А+, допустим, внутри модели еще Unicorn, потом какой еще там, есть еще несколько моделей, то он всегда делает акцент на формирование имбаланса. То есть вот FEG. А FEG, он должен быть внутри свечи displacement. Он это в некоторых уроках говорит, а в некоторых не говорит это. Может специально, может просто уже как бы привык к этому. Когда у вас вот такая свеча есть, вы можете, когда цена уйдет вниз, вы можете не бояться. Потому что цена 1000%, я вам дам гарантию, 1000% именно,
Большинство говорят, что в трейдинге нельзя давать 100% гарантии. Вот я дам 1000% гарантии, что вот цена вернется для теста вот такого имбаланса. 1000%. И если вы, как вам сказать, научитесь работать именно с этой моделью, то ваша задача будет просто вот сюда ставить лимитку, хотя бы вот для начала, на начало этого имбаланса просто поставила лимитку на продажу, стоп за этот хай и take за Азию, либо за равные лои, то у вас take profit 100% отработает. Потому что именно это один из самых таких редких случаев, когда алгоритм 100% отрабатывает. Так. И тут вот смотрите, я выполнил здесь вход. Когда цена вернулась, я обратно дополнил свою позицию. Когда здесь заходите, take вот здесь закрывается вот именно на этом swing low. Тут закрываете позицию. Вот видите, я здесь открыл, тут закрылся. Закрыл позицию. Затем цена вернулась обратно, открыл еще раз. И уже закрыл на этом low. Почему именно этот, а не этот swing low с азиатской сессии? Потому что этот low и это тело, они на равных уровнях. Поэтому я ставил таргет именно на этот low. И как мы видим, смотрите, цена приходит, забирает этот low, вот, затем делает разворот опять. Она не идет дальше за этим, видите? Мне часто задают вопрос те, кто внимательно наблюдает за моими скриншотами. Таких, конечно, мало, но есть среди этих людей такие внимательные люди, и прям респект таким. Они мне задают вопрос, почему твои тейк-профиты стоят именно там, то есть в таком уровне, после которого цена всегда разворачивается. Вот смотрите, вот у меня тейк-профит был здесь. Как забрал я свой тейк-профит, цена развернулась. Вот второй уровень. Ставлю тейк-профит, цена не идет дальше. Забираем, сразу разворот. Ставить тейк-профит тоже надо уметь. Да, вы можете, конечно, ставить на очевидный тейк-профит, который будет впоследствии всего цикла цена дойдет, заберет. Но если вы будете работать по скальпингу, то такое умение очень важно, чтобы вовремя ваша позиция была закрыта до того, как цена уйдет в откатное движение. Здесь, когда цена опять обратно вернулась, вот тут был сформирован опять имбаланс. Это называется движение по здоровому order flow. То есть, когда order flow формируется в шартовом направлении, то цена всегда будет брать реакцию, отталкиваться либо от имбалансов, либо от ордер блока. Вам нужно просто смотреть за реакцией ценой. Как только цена зайдет в диапазон имбаланса, смотрите, как цена будет реагировать. Вот смотрите, здесь первый раз цена вошла в диапазон этого имбаланса 5-минутного. Когда цена уже начала формировать шартовое движение, я здесь вошел. Вот точка входа. Таргет был уже вот этот лоу. Здесь нью-йоркская сессия, Нью-Йорк IM. Цена упала, забрала эту ликвидность, затем опять развернулась. Поднялась. В прошлой сессии, в прошлый weekly recap у меня кто-то спрашивал по поводу индюсментов. Вот здесь очевидный индюсмент. Вот мы здесь сформировали вот этот хай, забираем его и вроде бы здесь, да, вот в этой точке, когда еще цена находится именно на этой позиции, может
сложится такое впечатление, что мы забрали все, вот здесь ликвидность, теперь сейчас будет здесь разворот. Потому что здесь Нью-Йоркская сессия уже началась, и все, мы сняли ликвидность, и тут будет разворот. Потому что вот тут было накопление ликвидности, вот оно, это ликвидность, здесь ликвидность, это. Все мы зачистили, вот развернулись, и сейчас цена должна уйти в buy side. Но нет. Вы должны читать здесь алгоритм, order flow. Смотрите, как цена отталкивается от каждого имбаланса. Здесь, тут оттолкнулись. И вот это движение было индюсментом. Ложное движение, ложный хай. Пробили, зачистили, а потом обратно падаем. И тут уже вот здесь формируется First Presentation Equity. Первый имбаланс на открытии эквитей Нью-Йорка. Этот имбаланс очень сильный. Потом здесь я еще ориентировался от IFEG. Здесь смотрел на реакцию цены. Сможет ли удержать цена, либо нет. Цена удержала. Вот. Вот 5-минутный таймфрейм. Смотрите, вот здесь у меня 5-минутный First Presentation Gap. То есть первый имбаланс, который сформировался на открытии эквити Нью-Йорка. И смотрите, как цена реагирует. Она обратно возвращается, тестирует 0.5 уровень, вот он. И отсюда падаем. И третий таргет отработал. И теперь вот это движение, вот это order flow, здоровый order flow, видите, как мы падаем. Первое начало этого движения было где? Вот protected high, помните, да? Здесь я уже отметил вот этот high, но на самом деле вот самое начало это вот этот protected high. Это тоже является, этот high, protected high, внутри локальный protected high, потому что он снимает ликвидность вот с этих лоев и с вот эти low resistant ликвидность. Это тоже protected. Но самый главный вот тут находится. Отсюда начали. И каждое движение происходит через слом структуры. Вот мы здесь, допустим, начали здесь, сломали, пробили. Здесь сформировали новый swing low. Откат, опять пробили. Вот это движение. Здесь сформировали новый swing low. Откат, опять пробили. Здесь сформировали новый swing low. Откат наверх, опять пробили. И смотрите, откуда цена берет реакцию для отката. От имбалансов. Либо ордер блок, либо имбалансы. Если вы увидите то, что цена поддерживает это, значит у цены есть глобальный какой-то таргет, важный. И поэтому он толкает цену к этому таргету. Теперь, чтобы понять, где этот таргет, да, нам надо теперь посмотреть шире. Что у нас было до этого? У нас до этого, смотрите, мы в пятницу прошлой недели начали движение здесь, и в понедельник сформировали рейндж, новый dealing range. Вот он. Этот dealing range был сформирован, и дальше цена не смогла обновить этот хай. Но мы здесь сделали слом структуры. Допустим, вот на часовом таймфрейме. Часовом. Слом у нас был вот тут подтвержден. Market Structure Shift. На часовом таймфрейме это очень сильный уровень, который подтверждает слом. Плюс у нас был здесь еще confirm. То есть подтверждение слома структуры. То есть мы сформировали swing low, откатили вверх, потом опять еще раз сломали. Это уже называется confirm, то есть подтверждение слома структуры в шорт. У нас есть это и это. То есть, значит, в этой точке мы можем смело
подтвердить наш dealing range. Это high, это low. Если у нас есть уже dealing range, да, так, то мы должны теперь определить его премиум и дискаунт. Вот наш премиум, это дискаунт. И теперь, если цена, помните, я вам говорил то, что понедельник у меня был как X, вторник была аккумуляция, среда манипуляции. Если у меня манипуляция, то манипуляция должна спуститься до хотя бы этого эквилибриума, до этого уровня. Поэтому я здесь таргетируюсь уже на вот этот лоу. Видите, этот лоу и этот. Дальше еще цена дальше опустится. Вот здесь. Вот у меня таргет был вот здесь. Видите? Азиатская сессия. Вот сюда таргетировался. Теперь просто прокручу, чтобы быстрее цена упала. Мне главное объяснить, да, логику движения. И вот цена отталкивается от вот этого ордер-блока. Мои ученики знают, да, то, что есть концепция ИБДА-циклов, и эта концепция, она связана с элементами ICT. И одна из этих связок говорит о том, что если происходит манипуляция, то манипуляционные движения, они связаны по ИБДА-циклу с ордер-блоками. Если вы знаете полностью вот эту концепцию, то вы будете заранее уже знать, куда вам надо таргетироваться. Потому что это манипуляционное движение, и оно должно прийти к ордер-блоку. Вот этот ордер-блок. Вот мы пришли, и все отлично отработало. Вот он, таргет последний мой. И теперь на этом этапе опять возвращаемся к концепции ИБДА, либо концепции ПО3. Что такое ПО3? Это сила трех. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Если у нас была аккумуляция, и была уже манипуляция, то следующее действие будет дистрибуцией всегда. Вот наша аккумуляция, это манипуляция. Зная это, можно теперь смело таргетироваться на вот этот хай. Это у нас будет ликвидностью. Почему здесь можно уже таргетироваться? Потому что на младшем таймфрейме было подтверждение через слом структуры. Слом у нас уже был. Это 15-минутный имбаланс. Допустим, вот здесь у нас цист. Вот эта свеча закрылась телом над этим уровнем. Потом две свечи протестировали этот уровень циста. И с этого началось все движение в buy side. Так. Так, это уже Азия. И у нас это четверг. Вот так. Вот мой первый вход в азиатской сессии был. То есть в лондонской сессии. Вот первый вход был. Это уровень 24962. Здесь мы сформировали опять SMD-дивергенцию, и это стало для меня подтверждением.
Смотрите внимательно. Вот этот хай, swing high. NASDAQ забирает, очищает этот хай, затем резко возвращается вовнутрь рейнджа. S&P 500 не доходит до этого. Вот. Тем самым у нас тут сформируется SMT дивергенция. Так. Плюс, помните, я вам говорил свечу displacement, который формируется только в лондонской сессии. Вот эта свеча, вот это большое импульсное пробитие на 5-минутном таймфрейме. Так. Вот мой первый ход был здесь на минутке, еще до этой свечи. Это было вот здесь, подтверждение было. Почему? Потому что SMT-дивергенция уже сформировалась у меня. Поэтому я уже здесь просто ждал поглощения вот этого инверсионного имбаланса. Здесь он пока просто имбаланс. После поглощения он уже превратится в инверсионный. После поглощения тут вхожу в шортовом направлении. Затем уже формируется свеча displacement. Вот она. Вот это на минутке. Видите, как... Так, раз, два, три. Три серии свечи. Это сильный сигнал. Все. И первый таргет у меня здесь был вот этот low. Вот это скопление. Первый. Второй, вот эти равные лои. Третий и уже sell side Азии. Вот здесь. Объясню еще раз, да? Вот первый лоу, то есть нет. Вот он первый, вот это скопление. Потом это и sell side Азии. Так, вроде бы. Вот так, оказывается, было. Я сразу поставлю сюда. Смотрите, помните, я говорил про этот свеча displacement и имбаланс? То, что цена 1000% будет всегда возвращаться на этот диапазон. Смотрите. Вот мы здесь пробили, опять вернулись, и после него начнется уже движение. И смотрите, как этот имбаланс удерживает цену. Прям отлично, прям четко все, алгоритм работает. Этот секрет вы у других точно не найдете на русскоязычных сегментах. И тут, вот здесь, опять важный момент. У нас здесь образовывается SMT-дивергенция. Вот. На самом деле, вот тут... Я ожидал то, что цена... Вообще день будет шортовым. До этого момента. Пока цена не сформировала SMT-дивергенцию, и плюс не сформировали вот тут low resistant ликвидность. Видите, ни одна ликвидность не была взята. То есть
Если вы слышали, я часто говорил то, что Лондон, он в себе всегда несет две функции. Первое – это сбор ликвидности, второе – это формирование ликвидности для Нью-Йорка. И тут как раз вот эта вторая функция. Вот, Лондон сформировал low resistance ликвидность для Нью-Йорка. Потому что ни одна из них, видите, не была взята. Просто стопы открытые стоят. Поэтому тут уже я сменил свой directional bias, daily bias с шортов на лонги. Хотя здесь я ожидал то, что шорт будет, то есть продолжение шортов. Так. Это уже после Нью-Йорка. Это lunch time. Так, это 5-минутка. Сейчас сверим, где это был вход выполнен. От имбаланса на минутке. Вот этот имбаланс прямо здесь четко виден. На трешке. Здесь то же самое, что и в Лондоне творилось, но только наоборот. Вот тут у нас слом структуры. Вот этот low создал этот high создал этот low, который зачистил этот sell side. Вот полностью вынесли ликвидность отсюда. Затем мы закрылись телом, и вот эта серия бычьих свечей, это тоже displacement. На старшем таймфрейме это будет одна бычья свеча. Внутри нее мы создаем вот этот имбаланс. То есть у нас есть слом, который произошел благодаря вот этому смещению, дисплейсменту бычьих свечей. И внутри этого создается имбаланс. Он всегда сильный. То есть имбаланс, который формируется внутри процесса слома, вход от него самый идеальный. Вот тут можно, вот здесь я выходил. Так. Тут я входил. Так. С таргетом. Первый таргет у меня был вот этот уровень. 25, 128. 25, 120. Сейчас. Вот здесь. И что тут у нас? У нас вот этот high. High Нью-Йорк AM сессии. Просто в этот день, в четверг, по-моему, в четверг мне скинули пост, что Трамп опять в полночь собирается какую-то новость выпустить, поэтому я здесь чуть переживал, то, что этот рыжий пидор может опять обрушить весь рынок, поэтому я ставил таргеты более близкие, явные. Блять, вот так надо было. Давно отработал бы здесь. В общем, вот здесь цена закрылась, вот тут закрылась. Затем я на откате опять открыл лонговую позицию. Так, где это? Вот тут, видите, да? Вот здесь опять. Вот тут закрылись. Вот нью-йоркская сессия. Здесь закрыл первый, второй открыл тут уже.
но цена чуть-чуть потом дальше еще глубже опустилась. Протестировали ордер блок. Помните, я говорил, то, что цена, если находится в здоровом ордер флоу, он будет брать реакцию либо от имбалансов, либо от ордер блока. Если нет имбаланса, то ордер блоки точно всегда будут отрабатывать. Так. Вот ордер блок, и цена тестирует этот ордер блок, берет реакцию и вот движение на эти хаи. Так, М15. Вот это ордер блок. Вот цена отсюда тестирует. И уже таргетом был вот эти равные хаи. Я не стал таргетироваться на all-time high, потому что есть всегда вероятность SMT дивергенции между US 500 и NASDAQ. Что когда ты таргетируешься сюда, S&P 500 впервые доходит до этого таргета и образовывается в SMT и разворачивается, US 100 разворачивается. Поэтому я ставил сюда на очевидные таргеты, не на all-time high. Я поставил и лег спать. Утром проснулся, он уже был отработан. Видите, да, смотрите, о чем я и говорил. Вот, допустим, этот хай, вот этот хай на S&P 500, вот он. И теперь смотрите на S&P 500 этот хай. Так, вот он. Он уже обновил этот хай, а NASDAQ нет. Фактически здесь уже есть SMT. Здесь он мог сразу развернуться и упасть. Поэтому вот надо всегда это иметь в виду, учитывать эти моменты. Когда вы таргетируетесь на all-time high, на swing high, надо всегда брать внимание и то, что делает S&P 500. Все-таки S&P 500, он более тяжелее, более, как вам сказать, приоритет на S&P больше. Потому что у него больше компаний, 500 компаний все-таки, и там больше денежной массы. Поэтому с ликвидностью быстрее работает часто S&P 500. Так, и все на... Так, в пятницу. Это пятница, да? Да, пятница. Да, в пятницу. В пятницу я ожидал с открытием Нью-Йорка вообще на выходе новостей. Здесь были выход новостей CPI. Я ожидал манипуляцию в шорт, в дискаунт, потому что, видите, вот это скопление ликвидности, прям очевидная, явная ликвидность. И я ожидал то, что будет манипуляция в шорт, и после манипуляции хотел отработать в лонг. Но манипуляций вообще не было. Смотрите, ни на S&P 500, ни на NASDAQ. Вот, не забрали ликвидность никакую особо. Здесь была маленькая, так, на выходе новостей. Но с открытием equity Нью-Йорка не было особо никакого. Потому что здесь мы оставили ликвидность. Тут тоже не забрали. Я не стал рисковать уже. Я ожидал разворот, что цена начнет движение вниз, но подтверждения не было, поэтому я не стал уже торговать. Все, и на этом эта неделя завершилась. И теперь, если приступим к общему анализу, да, так. Общий анализ. Вот тут наша неделя, она открылась. Общая неделя, она была чисто по классике PO3. То есть AMD, можно сказать. Вот здесь мы сформировали аккумуляцию. Это была манипуляцией. И это движение было уже дистрибуцией. По квартальной теории
Если разбить на квартальную теорию, так, сейчас. Вот наш недельный цикл здесь, вот начало. Так. Вот начало нашего недельного цикла. И вот тут конец по квартальной теории. Сейчас я покрупнее сделаю. Да? И внутри этого уже было понятно прямо в понедельник, как будет развиваться неделя. Да? Потому что первый Q1 был у нас уже. В Q1 было понятно, это было X. Q2 вторник был аккумуляцией. Q3 среда была манипуляцией. И Q4 дистрибуцией. Квартальная теория прям рулит четко. И есть еще один момент, я скидывал своим студентам в группе, в закрытой группе, момент, когда у нас формируется, допустим, сильное импульсное движение. Так, сейчас удалю это. Это тоже сейчас закрою, минутку. Вот, допустим, когда формируется сильное импульсное движение, и это движение является расширением недельного цикла, да? То вот это, вот, расширение недельного цикла. То есть вот эта неделя у нас, одна неделя. Вот эта неделя, одна неделя. И внутри этой недели это было на дистрибуции, расширением. Обычно, когда такое происходит, то после этого как развивается цена. Есть определенные законы, повторяющиеся закономерности, которые всегда соблюдает цена. Если вы знаете эти законы, вы можете заранее предугадывать будущее ценовое движение за неделю. То есть прогнозировать. Я не говорю, что 100% это будет отрабатывать. Нет. Но 80% у вас будет уже идея. Вам нужно будет лишь получить подтверждение внутри этих недель. Вот тут я скидывал у себя в телеграм-канале, еще говорил, писал то, что если неделя, то есть предыдущая неделя у нас была расширением, вот эта, да, неделя, то следующая неделя это всегда два варианта выхода из такого движения. Первое через аккумуляцию, то есть эта неделя, следующая неделя будет в аккумуляции, и выход с аккумуляции всегда через, в основном через два профилинга. Мои студенты это знают прекрасно. Это либо midweek reversal, либо consolidation reversal. Я об этом говорил. То есть следующая вот эта неделя, после недели расширения у нас была аккумуляция. И выхода с аккумуляции нужно было ожидать либо через midweek reversal, либо через consolidation reversal. И эта неделя показала то, что у нас этот недельный профилинг был midweek reversal. Почему? Потому что в среду у нас была манипуляция недели. Вот среда, и вот манипуляция недели. То есть, если мы сделаем вот так, недельную свечу я поставлю сюда, вот она неделя, то high и low всегда у нас должен формироваться в среду, в этом профиле, да? Мои студенты помнят это. И high недели приходится либо к четвергу, либо к пятнице. Зная это, вы можете заранее уже предполагать будущее ценовое движение. Допустим, вот здесь в среду
Если бы вы знали бы то, что есть такая закономерность, вам нужно было бы просто вот тут дождаться слома хотя бы на старшем таймфрейме, чтобы вы были просто уверены в том, что это стопроцентовый этот профилинг. Дождаться слома на старшем таймфрейме, на часовом, либо на 4-часовом таймфрейме. Вот это 4-часовой таймфрейм. Да? Это rejection блок на часовом таймфрейме. Вот этот ордер блок. Вот он. Вот здесь было поглощение, здесь был слом структуры, плюс через цист опять. Так. Сейчас. Ордер блок. Вот он. Это уровень цист. Да. Все. И смотрите, как цена реагирует на это. Вот наш уровень цист. То есть свеча, которая собрала ликвидность, вот она, последняя свеча. И ее тело, которое находится вот в верхней части, всегда будет уровнем, важным уровнем, который будет определять слом через цист. И вот цена возвращается, тестирует этот диапазон и отсюда получает реакцию. Все, ушел, дистрибуция. Если бы вы знали бы, что такое существует, такой профилинг, вы бы здесь поймали бы вот это движение полностью, да? Либо вы поймали бы, как и я, вот это движение, манипуляцию, которая сделала, там было у меня, сейчас. Вот. Почти 50 РР. Здесь я еще не учитываю вход отсюда. Я просто здесь смотрю только от этой точки. Если бы я высчитывал бы отсюда свой РР, то было бы больше 50. Когда я скидываю такие вещи на Discord-каналы, там люди, которые вообще не понимают, которые всегда видели РР 1 к 2, 1 к 3, 1 к 1, у них крыша едет. Они не представляют то, что такое возможно. Но если спросить у вас, да, вы же видите, когда вы смотрите на график, то, что цена делает вот такие движения, вот это огромное движение, да, допустим, либо вот это движение длинное, это движение, либо начнем с этого, то у вас не возникает вопрос, почему я не могу поймать всю вот эту дистанцию от low до high, почему я должен работать только вот тут, 1 к 2, 1 к 3, 1 к 1 РР. Вам же никто не запрещает это делать. ICT, многие думают, мне один написал в Дискорде, я даже не видел у ICT, чтобы он делал такие РР. Но ICT не должен показывать вам такие РР. ICT показывает самую простую вещь, потому что большинство людей, им сложно понять это. Поэтому он упрощенно это показывает. А те люди, у которых уже есть голова, которые могут сообразить, они уже доводят до максимального уровня то, что он дал. Он показывает вам направление, дорогу, а как двигаться дальше, это уже зависит от самого человека. Допустим, меня никто не учил делать 30 РР, и нигде вы не найдете уроки, где показывают делать 30 РР, 50 РР, 100 РР. Это все зависит от вас самих. Нужно просто посмотреть, почему я должен... Вот вопрос возникает. Вы должны сами с собой чуть-чуть советоваться. Вот тут, допустим. Сейчас. Вот здесь вы вошли. Вот тут ваш стоп. 1 к 3. Да? Вот здесь закрылись. А все вот это движение оставили. Вот 1 к 10 есть. И плюс, причем, смотрите, вот внутри этого движения не было ни одного откатного движения. Чистое движение, просто в одном направлении. Вот. Чистое движение в одном направлении. Ни одного вот такого откатного нет, чтобы, допустим, вот цена идет чисто в одном. Я понимаю, если было бы так, сбрили и дальше. Не было, вот чистое.
Спускались, вот здесь спускались, но не смогли сбрить. Здесь тоже не смогли это сбрить. Чистое направление. Тут тем более, вот чистое направление, ни одного отката. Я учу в своем менторшипе именно торговать по алгоритму, ловить дистрибуции. То есть акцент в моем менторшипе делается именно сначала читать всю ценовое движение, понять, где будет аккумуляция сформирована, затем увидеть манипуляцию и заходить в дистрибуции. То есть ловить самые смачные куски рынка, самые длинные движения. Это вполне разумно, это вполне возможно. Если кто-то сомневается, просто зайдите в мой телеграм-канал. Вот тут. И тут есть у меня раздел, где я скидывал все мои трейды. Сейчас найдем, где трейдс. Бля, где он, сука? А, вот, My Trades. И теперь, вот тут вы можете просто прокрутить вверх до самого начала. Вот это какой год? Хер знает, какой год это. С самого начала я всегда нацелен был. Вот здесь по квартальной теории у меня. А вот 24 год, 29 октября. Ровно год назад. Почти что ровно год назад. Видите? Вот я тут торгую по квартальной теории. И видите, здесь я вот пропускаю фазу аккумуляции. Здесь манипуляционная фаза. И тут вхожу на дистрибуции. Год назад, вот мой скриншот. Вот мои доказательства. Те, кто сомневается, якобы, блядь, сука, кто-то думает, что это херня, это демо-счет, это хер-шот. Да, могут говорить что угодно, но только один вопрос. Если человек делает это на протяжении вот года, вот ровно год назад, вот 29 октября, 24, вот такие же здесь трейды. Вот Take Profit здесь стоял, отработали, потом в шорт еще отработал. Опять скриншот, вот этот до, и вот после отработка. Вот скриншоты от всех этих МТ-трейдера. Вот отработка того, вот. Смотрите. До делаю скриншот. Здесь объясняю логику. Вот оригинальная консолидация. Здесь уже квартальная теория в комбинации с MXM моделью. Здесь отмечаю. Вот и плюс по концепции, если взять PO3, вот аккумуляция, это манипуляция в шорт дистрибуция. И вот отработало это все. Но нет, люди все равно, они, блин, им бы всегда докопаться бы до чего-то, да. Если среди вас все еще есть мыслящие таким вот образом, да, если вы увидите, кто-то торгует, скидывает сделки, то надо брать от него пользу. Пофигу, торгует ли он на демо, не на демо. Все равно эти деньги не придут к вам в карман. Вам нужно обучаться тому, что вы видите, как он видит рынок, на чем он анализирует, от чего он отталкивается. Вот это вы можете забрать себе. Но деньги, которые он делает, либо не делает, от этого вам ни холодно, ни горячо не станет. И думать о чужих деньгах, это все, это я не знаю, это как-то, блядь, такой уровень просто самый низкий для меня, это ниже достоинства мужского. Бери, лучше обучайся, развивайся. Вот пример, вот и есть все необходимое, чтобы делать. И плюс вот здесь еще один момент хотел сказать. Здесь я вообще ожидал вот в среду, что цена упадет еще ниже. Но мы здесь получили реакцию от Volume Imbalance. Так, где-то. Вот. Видите,
здесь был разрыв ликвидности, и именно этот пой удержал цену. И отсюда мы развернулись. Вообще я ожидал то, что по квартальной теории, сейчас я включу индикатор, вы увидите сами здесь. Так. Окей. Вот тут у нас начался месячный цикл, да? Сейчас еще тут. Вот здесь. Вот с этой недели начался месячный цикл. И вначале я думал, то, что этот месяц формируется по модели так, XAMD. Просто вот это движение, оно очень сильно как бы сбивало меня, как правильно определить этот месяц. И вот в этой неделе стало уже понятно, то, что этот месяц формировался не по XAMD, по AMDX. Почему? Потому что первая неделя у нас была аккумуляцией, и внутри этой же недели у нас произошла манипуляция. Вот она. Так. Вот аккумуляция была, и внутри этой же недели произошла манипуляция. Вот это я объясню, я готовлю еще один дополнительный урок для своих студентов, где еще подробно я буду объяснять профилинг дней, профилинг недели и добавлю кое-какие свои наблюдения по квартальной теории. Это будет обновление курса. Так вот, здесь манипуляция произошла внутри этой недели, и дальше уже вот это было дистрибуцией. Так, сейчас, минутку. Отсюда началась дистрибуция. И как мы знаем, студенты опять мои знают то, что по ИБДА-циклам, помните? ИБДА-циклы. Кто если знает, то молодцы. Мои студенты все знают, это большая часть к ним. ИБДА-цикл. После реверсала, как формируется цикл? Реверсал плюс консолидация, затем retracement, expansion. У нас был здесь reversal, мы здесь забрали ликвидность, затем после реверсала у нас консолидация, откат, расширение, откат и опять расширение. Просто вот эта свеча, она очень сильно сбила с толку в определении месячного цикла. Я думал, это X, тут уже будет AMD. Я так и ожидал, то, что на этой неделе, потому что изначально мы строили модель как XAMD. Если XAMD, то аккумуляция приходилась сюда, и после снятия одной из сторон мы должны были сделать движение в противоположную сторону. Вот. Но эта неделя просто была, оказывается, аккумуляцией после отката. Теперь все, весь пазл сложился, все четко, теперь понятно. Итак, что касаемо следующей недели. Посмотрим, какие у нас новости. Так. Так.
USD. На следующей неделе будет ставка Федрезерва, будет заседание ФОМС и Unemployment плюс Score. Значит, самая сильная новость будет в среду. Если в среду... Так, окей. У нас бычий сценарий. Манипуляция следующей недели у нас будет... Можно ожидать в среду. Потому что, смотрите, мы создали здесь и так... Сейчас. Как это сделать? Вот так. Мы создали здесь достаточно такой рейндж, длинный. Этот рейндж уже сбалансирован, поэтому я отсюда буду считать. Вот. Опять у нас было это расширение. В понедельник, вторник я ожидаю, что цена будет находиться внутри этого рейнджа. И в среду будет манипуляция на фоне выхода новостей. Затем будет опять продолжение расширения. Вот такой вот прогноз у меня. То есть в лонговом направлении. Если не будет такого глобального разворота, пока разворота не вижу, никакого предпосыла на разворот тренда нет, потому что на недельном у нас все активы и S&P 500, и Dow Jones, они все в бычьем направлении. Так. Сейчас вот неделя. Это неделя. Так. Недельный байс по всем активам бычий. Но единственное, видите, здесь у нас есть один имбаланс, опять разрыв volume imbalance. Вот он. И манипуляция может прийти именно в этот диапазон. Так, на дневке посмотрим сейчас. Так, это день на дневке. Единственный point, да, вот этот volume imbalance. Можем прийти обратно протестировать и отсюда оттолкнуться. То есть внутри рейнджа понедельник, вторник. В среду тестируем этот volume imbalance и дальше. На 4-часовом. Да, смотрите, если вот так сделаем, отсюда премиум, то один из этих активов может сделать глубокий откат, дискаунт, и сформировать тут SMT-дивергенцию. И это будет манипуляция недели. Все, на этом weekly recap завершен. Спасибо всем за внимание. Опять повторяюсь, если кто-то смотрит в первый раз, наблюдает за моими обзорами. Это торговля по ICT в комбинации с квартальной теорией. Если вы хотите научиться торговать, смотреть, читать рынок, то добро пожаловать в курсы. Объясню простым языком самые сложные вещи. Это, слава богу, у меня есть такой талант. Самое сложное могу объяснить простыми словами, что трудно будет не понять вам. Все, всего доброго. Если есть вопросы, пишите, обращайтесь. Телеграм-канал у меня в шапке профиля. Всем хороших выходных, удачных выходных, ребята, хорошего отдыха и больше тейк-профитов.
вроде бы все объяснил, все сказал.